описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере. И уже завтра у нас начинается баннер на эксклюзивного героя стихии света. Это герой поддержки. И это герой Митрасия. И главный плюс этого героя — это ее дизайн. Дизайн действительно классный. То есть он симпатичный, он детализированный. Даже взять хотя бы вот эту мелочь, как переливающийся звездами плащ, уже вызывает какую-то симпатию. Выглядит она классно, тут как бы вопросов нет. Но вопросы есть к функционалу и к актуальности этого героя, потому что единственная механика, которая у нее имеется, это связка неуязвимости, бессмертия и воскрешения. Но из-за того, что у нас воскрешение происходит с неполным количеством энергии, и причем пробуждение у нас здесь никак не влияют на этот факт, да, у нас только здоровье увеличивается, а энергия нет. Из-за этого эта механика, во всех основных дисциплинах, связанных с получением максимального количества урона за бой, не используется. Потому что как только у нас происходит воскрешение, у нас тут же все тайминги рушатся. Чаще всего тайминги у нас есть. Крайне редко у нас бывают команды, да, которые без таймингов справляются лучше всего, либо так же, как и с таймингами. И здесь у нас вот эта проблема, она не дает использовать Митрасию. Да, конечно, она до сих пор может быть полезна там в бездне, при прохождении некоторых сильных противников. Также она может на старте сезона помочь с прохождением подземельев, не только простых режимов, но и режимов испытания. Здесь она может быть полезной. Но короткое время, и она здесь не уникальна, то есть ее можно заменить. Она может быть полезна в схватке в осаде, когда мы на сложном режиме проходим противников, потому что она, можно сказать, нас страхует. При этом с ее участием команда становится слабее. То есть, давая преимущество в виде страховки от смерти, она снижает общую силу команды за счет того, что у нее, кроме вот этого лечения с боевого навыка, тем более ограниченного по площади, больше ничего нету. Да, у нее есть невидимость, да, у нее есть воскрешение, которое, я, как уже сказал, используется крайне редко, и в нем чаще всего нету никакой необходимости. Да, у нее есть бессмертие вот здесь вот, которое срабатывает в определенный промежуток, не чаще, чем, допустим, 32 секунды. Плюс ко всему, с ее эксклюзивного таланта она уже двукратное повторение дает эффекта длительного восстановления. Также не забываем, что у нее есть свой эксклюзивный артефакт, который усиливает эффект пассивного навыка с бессмертием, заметно усиливает, плюс ко всему на 20% уменьшит урон по самой Митрасе. И опять же, чаще всего это нужно на арене. Я не тестировал этот артефакт, и вполне возможно, что она станет с ним сильнее за счет вот этого усиления именно бессмертия, эффекта бессмертия. Но опять же, это может помочь, как я думаю, только на арене. Я ее встречал, до сих пор встречаю, очень редко встречаю на арене владений. Вот, допустим, я недавно отбивал арену, и здесь у нас был Камерист. Это наш игрок с нашего альянса, с нашего сервера, естественно. И он здесь использует Митрасию, причем на +2 у нее. Также она используется на большой гладиаторской арене в рамках одного сервера. Но здесь есть одно но. Эти два режима, практически бесполезны. Какое-то время со старта сезона они дают небольшой прирост по прокачке связи стихий, а потом теряют, всякий смысл. Те 100-200 очков, 300 очков сезона, которые можно получить за достижение какого-то рейтинга на арене всех владений, с учетом количества очков сезона, которые мы зарабатываем за сезон, и той разницы, которая получается в конце сезона после финального босса, я думаю, что она абсолютно, теряется вообще на фоне вот таких вот цифр. Нет, бывают ситуации, конечно, очень неприятненькие ситуации, когда у нас, допустим, мы не попадаем в топ определенный, потому что нам не хватило 200-300 очков. Как вот, допустим, здесь мы видим, 300 очков. Но эта разница сокращается к концу сезона, заметно. И там уже пропасть между топами, она больше. Чаще всего, насколько я это видел. Да, Митрасию можно использовать даже на воронке. По крайней мере, на Дохване. На Нептуне мы тоже ее использовали в первом сезоне. Насчет 8-го сезона не знаю, что там будет на этой змее, найдется ли там Митрасии место, скорее всего, нет. При этом я сегодня даже попробовал добавить именно Митрасию в команду Ауры. И у меня эта команда выжила весь бой. Митрасия у меня +1, то есть выживаемость чуть побольше. Я ей дал как можно больше ускорения, одел в этот сет и дал посох. Так как она будет часто с боевого навыка со своего давать лечение. И, соответственно, большую часть боя поддерживать щиты, которые, соответственно, будут увеличивать урон. И плюс ко всему, такое количество ускорения позволяет ей ходить при необходимости в цикл 18 секунд, который, кстати, ей здесь не нужен. То есть она у меня ходит без таймингов. Схема снаряжения, может быть, кому-то надо, я не знаю, может быть, кому-то надо. Она ходит у меня без таймингов, и это получается лучший вариант. И если мы сделаем автобой,
то мы можем увидеть, что команда живет, она в самом конце умирает, и урон, не сильно обращайте внимание на количество, у меня ужаснейшее снаряжение на Тарисии. Урон они могут какой-то выдавать, да. Вот такая вот у меня Тарисия, бедолага. Но это сейчас при вот такой вот прокачанной связи стихий. То есть можно сказать полная, да, связь стихий, когда у нас уже и очки здоровья защиты повышены. Я очень сомневаюсь, что где-то вот на этой стадии, да, либо даже в начале вот этой стадии, без вот этого вот эффекта, да и в принципе без вот этого, Митрасия могла бы также хорошо играть. Ну и плюс ко всему урон с той же Эстайон все равно выше. Это я все к тому, что она не бесполезный герой в случаях, когда у вас нету героя лучше, чем она. Я имею в виду на поддержку. То есть видно, что ее можно использовать, даже в том числе на воронке, в сложных режимах там, на арене. То есть она не бесполезный герой, это довольно-таки сильный герой. Но ей чаще всего не находится место, опять же, из-за урона. То есть из-за того, с чего я начал. Чаще всего у нас команды собираются по принципу как можно больше урона. И чаще всего там один герой поддержки. Особенно в команде Ауры, где Митрасия должна, по идее, претендовать на место, да, потому что тоже стихия света. Там у нас места обычно ей не найдется, так как она не обеспечивает повышение урона. У нее здесь только то, что может быть связано с выживаемостью. Ну и, допустим, с невосприимчивостью к ослаблениям, которая им, по сути, не нужна, так как у них есть Анелизис. Если бы не Анелизис, я бы говорил про нее по-другому. Потому что Анелизис, она у нас не от мира сего. То есть в этой игре других таких героев ДД, она герой ДД, да, школы, таких героев просто нету. В нее напихали столько всего, что ее существовать здесь не должно быть. Но она есть, и с этим приходится считаться. Ну и буквально сегодня я выпустил ролик про нового героя света, который дает нереальные щиты. Я не знаю, как он покажет себя дальше по сезону. У нас в Китае только первая воронка. Но вполне возможно, что он сможет обеспечить команде необходимую выживаемость. При этом он будет гораздо более универсальный. Так как мы не будем ждать воскрешения, мы наоборот будем стараться не умирать. А Митрасия — это по большей части про воскрешение, которое нам мало где нужно. Но всегда остается вариант, что вы просто хотите получить этого героя для коллекции. Его можно никого не слушать, чтобы кто ни говорил, вам пофигу на эти рейтинги, да, либо у вас и так есть много героев, которые вам нужны и которые вам обеспечивают необходимый рейтинг, а Митрасию вы хотите для коллекции. Спокойно тогда забирайте ее и ни о чем не думайте. Плюс ко всему, если вам повезет, то может быть еще какой-нибудь редкий герой поддержки тут вам упадет из полезных, которые используются часто. И тогда тем более баннер не будет пустой тратой ресурсов. Ну а для всех остальных, у кого ресурсы ограничены, кому важно попадать в рейтинг и тратить ресурсы наиболее эффективно, я советую, конечно же, пропустить этот баннер. По крайней мере, пока что нету у нас поводов думать, что разработчики дадут где-то ей поучаствовать. Либо будут делать какие-то серьезные правки, которые смогут повлиять на ее место в этой игре. Причем даже вот тайминги ее, да, то есть цикл 24 секунды, это очень плохо. Но даже если поставили бы 20, ну мне кажется, ничего бы не изменилось. Потому что у нее абсолютно навыки, только иммунитет, и все. Ну и невидимость, понятно. А воскрешение мы не берем в расчет, так как, а зачем оно, если у нас будет каждый раз 25% энергии теряться? Зачем тогда нам это воскрешение? Только для сложных боев, одноразовых, да, не длительных боев на урон, а именно для сложных боев, которые нужно пройти и идти на следующий этап. Вот для таких, да, она может быть полезна. Но мне кажется, полезнее пока что, по крайней мере, пока эта механика с воскрешением как-то не настроена нормально. Гораздо выгоднее, полезнее не допускать гибели, а не воскрешать. Такие вот дела. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.